Друзья мои, всем привет! В этом видео я дам вам несколько полезных советов и рекомендаций по уходу за розами в конце лета, в конце августа, начале сентября. Первое, на что следует обратить внимание, это своевременное удаление отцветших бутонов. Это нужно делать для того, чтобы растение не тратило свои силы на формирование семян. Таким образом, цветение продлевается, а растение становится более подготовленным к зиме, более сильным и выносливым. Второе, на что следует обратить внимание, это наличие болезней. В августе-сентябре розы часто поражаются грибковыми болезнями. Чаще всего это черная пятнистость. Также бывает еще роза поражается мучнистой росой. Но благо, что эти заболевания очень легко лечатся современными фунгицидами. Вот я часто использую такой препарат, как Топаз. Буквально одна обработка этим препаратом спасает розы от проявлений этих грибковых болезней. Рекомендую также вместе с обработкой от болезней провести обработку от вредителей. В августе часто появляется на розах белокрылка, бывает появляется и тля. Поэтому обработку от болезней я рекомендую совместить с обработкой от вредителей. Это будет гораздо полезнее и эффективнее при выращивании роз. Далее следует обратить внимание на полив растений. Несмотря на то, что розы достаточно засухоустойчивые растения и имеют глубокую корневую систему, могут питаться из нижних слоев почвы и хорошо переносят длительное отсутствие дождей. Но если в вашем регионе дождей уже нет более 2 недель, то, конечно, я рекомендую розы поливать. Вместе с поливом вот в этот период, в августе, в сентябре, я рекомендую вносить фосфорно-калийные удобрения, либо комплексные удобрения с небольшим содержанием азота. Желательно, чтобы в них также были и микроэлементы. Дело в том, что сейчас уже розам не нужен азот в большом количестве, так как это происходит весной. Ни в коем случае сейчас не надо обкладывать розы навозом, как это рекомендуется делать в весенний период или перед укрытием роз на зиму. Сейчас роза активно еще растет, вегетирует, и ей, чтобы поддерживать длительное и яркое цветение, в большей степени нужен фосфор и калий. Также для подготовки к зиме розам нужны именно эти элементы и в небольшом количестве азот. Желательно, чтобы удобрение для роз было в водорастворимом виде, тогда оно быстрее всего впитывается и усваивается растением. Если ваша роза выросла достаточно высоко, более метра, 1,5 метра, то растению необходимы будут подпорки. Делать их можно разными способами, из деревянных кольев, также можно делать из арматуры. Главное, чтобы они поддерживали розу в вертикальном состоянии. И, конечно, подпорки нужны плетистым розам или розам, вырастающим в высоту более 1,5 метров. Под тяжестью бутонов побеги могут склоняться вниз и обламываться. Всем большое спасибо за просмотр. Эти простые правила по уходу за розами позволят вам наслаждаться их цветением до самых заморозков. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Хорошего вам цветения!